Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэхён говорит: «Я люблю тебя». Чангук отвечает: «Я люблю тебя». И жизнь кажется совершенно другой, захватывающей и стоящей. Девятое место. Тэхён, который превращается в лужу, когда в комнату входит Чангук. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Новые доказательства любви Вигу». Ожерелье раскрыло секрет? Тэхён и Чангук дают подсказки о своих отношениях через такие знаки? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Обожаю этот контраст. Седьмое место. У Чангука такая милая реакция на Тэхёна. Шестое место. Поведение пары. У влюбленных много способов вести между собой беседу. Взгляд Чангука говорит о многом. Моя голова нашла свое законное место, уютное и родное. Пятое место. Опомните эту легенду. Четвертое место. Забота.
Поддержка любимого человека бывает разной, например, такой. Третье место. Новости. Клодия Валентина прокомментировала эдит с Тэхёном, в котором использовалась ее песня «Кэнди», которую он слушал на эфире. «Эй, это моя песня, хе-хе». В ТикТоке огромное количество видео с Тэхёна, с его лайвов, фотографии из постов и танцевальных челленджей. Вирусный король. Этот образ Чангука – один из самых лучших за все время. Тэхён продолжает поддерживать своих друзей из армии даже после своей демобилизации. Он с гордостью вдохновляет их и остается рядом, несмотря на то, что они идут разными путями. Один из его друзей поделился этим фото и написал: «Тэхён, спасибо, ты отлично потрудился во время службы. Счастливый обладатель автографа и поддержки от Тэхёна». Искренняя радость и блеск в глазах Чангука, когда режиссер говорит, что сцена получилась отличной, такие умилительные. И как в первую очередь он разделил эту радость со своей партнершей, говорит о его безграничном уважении и благодарности к команде на площадке. Один мужчина поделился небольшой историей, связанной с BTS. Это случилось, когда я работал на своей первой работе в одном городе в провинции Кённам. Моим основным банком был Вури Бэнк, и однажды сотрудница на кассе в банке хвасталась моей жене. На этот раз мой сын дебютировал как певец. Это BTS. Правда? Поздравляю вас, менеджер. Моя жена тогда даже не расслышала толком, BTS это было или TIX, и смутно запомнила, что сына, менеджера, зовут Тэхён. Позже, когда BTS стали знамениты, я услышал, что та женщина была переведена в сеульский филиал. Возможно, она уже ушла с работы. В любом случае, когда я думаю о BTS, мне всегда вспоминается эта история. Любить и быть любимым значит чувствовать солнце с обеих сторон. Чангук и Тэхён в розовом. Это так нежно и мило. Когда самый красивый мужчина в мире думает, что ты самый красивый.
Директор Буар выложил рилс о визите Тэхёна в их магазин и какой эффект это произвело. Он сказал: «Тэхён побывал в нашем магазине. Мне пришло в директ: это фото у вас в магазине сделано. О боже, да это же наш винный бутик на улице. Не верю своим глазам, лезу в инстаграм Тэхёна. И правда, он выложил это. Пустая винная бутылка, знакомый интерьер, это ведь точно у нас. Как я мог не заметить? Я думал, это просто скромный клиент». На следующий день 1000 посетителей в Smart Place. 700 просмотров в Stories. Это что, магия BTS? Но главный вопрос: какое вино купил Ви? Может, это Russian Jack Sauvignon Blanc? Точного ответа нет, но в следующий раз оставьте хотя бы автограф, Ви, пожалуйста. Обожаю эффект, который Тэхёна производит на людей. Они еще долго будут говорить о его визите. Тэхён так не нежно зарывается пальцами в любимые волосы. Эль Кория подчеркивает, что масло жожоба, которое, как выяснилось в 2019 году, использует Чангук, снова популярно этим летом в Корее, третье место в поиске красоты Naver. Очищение кожи с помощью масла жожоба, которое использует даже Чангук. Помните, какой ажиотаж был в 2019 году, когда выяснилось, что Чангук использовал этот продукт? В последнее время очищающие средства с маслом жожоба снова обрели популярность как средство, которое мягко очищает жирную кожу летом. И теперь они в тренде в топе ключевых слов о красоте на Naver для лета 2025 года. Чангук в 2019 году на лайве Хосока рассказал, что его кожа сияет после использования масла жожоба, и уже тогда в Корее этот продукт стал хитом продаж. Как же он хорош! Слишком красивая улыбка Чангука. Слишком горячо. Юнги сказал: «Мы отправили длинное сообщение со словами «Люблю вас, ребята, вам и Чангуку». Тэхён ответил: увидев это, мы с Чангуком нашли в себе силы продолжать. Мы стали мыслить более позитивно. Я никогда не думал, что ты скажешь что-то подобное. Но поскольку ты это отправил, это показалось мне действительно искренним. Этот момент — это не просто так, не просто обычное сообщение поддержки, которое они часто отправляют друг другу. Иначе они бы не говорили об этом так часто, подчеркивая значимость этого сообщения в этот период. Это был Open Up Чангука и Тэхёна участникам. Да я так считаю, и вы меня не переубедите. Руки в боки — это любимая поза Чангука?
По мнению психологов, такой человек демонстрирует доминантное положение, уверенность в себе и своих силах. Корейские СМИ назвали Чангука королем музыки Азии, подчеркнув его непревзойденный мировой спрос. Даже без активного промо его влияние продолжает формировать мировую музыкальную сцену. Он шикарный, и он это знает. «Я буду жить ради своего супруга». Тэхён раскрывает о своих планах после выхода на пенсию. Тэхён упомянул в прошлом интервью о своих планах после ухода из индустрии развлечений. Он тогда сильно удивил фанатов, раскрыв свои романтические планы, сказав: «Я завершу свою актерскую деятельность, пение и все другие области, пока мне не исполнится 40, а затем посвящу свою жизнь жене и создам семью». Он рассмешил людей, поделившись очень конкретной мечтой, сказав: «Я хочу провести прекрасную старость осенью в коричневом берете и коричневом пальто, ходить в парк и кормить голубей крекером с креветками». Тэхён выбрал своего отца в качестве образца для подражания. Певец удивил многих, добавив: «Как и мой отец, я буду хорошо заботиться о своих детях, подталкивать их и давать им советы относительно будущего, которого они хотят, и стану мужем, которого жена много ругает». В ответ фанаты сказали: «Кажется, Ви очень ориентирован на семью. Его семья была гармоничной. Я хочу стать голубем. Разве он не может просто уйти из индустрии развлечений?» Жду концертов только ради того, чтобы увидеть Тэйкук снова на сцене, вместе. Корейские СМИ сообщили, что Чангук покорил мировой рынок с песней Seven. Это первая песня азиатского исполнителя в мире, которая преодолела отметку в 2,4 миллиарда прослушиваний. Чангук потряс мировой музыкальный рынок всего одной песней. Seven — это не просто хит, а настоящий символ, глубоко вписавший имя Чангука в историю мировой музыки. Seven находилась в чарте Spotify Weekly Top Song Global в течение 101 недели подряд. Это первый и самый продолжительный рекорд среди азиатских сольных исполнителей. Сразу после релиза песня подтвердила статус создателя рекордов, достигнув отметок 100 миллионов, 900 миллионов, 1 миллиарда прослушиваний на Spotify с самой высокой скоростью в истории. В чарте Daily Top Song Global она занимала первое место в течение 71 дня, впервые среди песен азиатских исполнителей. Seven также стала самой быстрой песней азиатского исполнителя, преодолевшей 9 миллиардов прослушиваний на Spotify. Кто-то сказал: «Никто не может быть хорош вообще во всем». Тем временем Чангук.
Поздравляем с полным возвращением всей группы. Фанаты BTS празднуют. Культура участия в поздравлениях распространяется повсеместно. Недавно на внешней стене здания Pieces Archive была установлена гигантская надпись «We are back. Congratulations on your comeback». Мы вернулись, поздравляем с возвращением всей группы. На баннере изображены улыбки всех 7 участников BTS, что вызвало большой резонанс среди фанатов. Баннер был создан сообществом фанатов BTS как самостоятельный проект, что важно, поскольку это не маркетинговая кампания, проводимая компанией, а пространство и контент, организованные самими фанатами. Снимок с баннером был сделан одним из фанатов и загружен на социальную медиаплатформу Twitter. И уже через день после публикации он набрал 80 тысяч просмотров и более 2000 ретвитов, вызвав огромный резонанс в фандоме и за его пределами. Движение вышло за рамки простого фанатства и превратилось в культуру совместного празднования с участием, в которой поклонники участвуют и организуют собственные мероприятия. Этот проект – естественное слияние фанатов, пространства и культуры, сказал представитель Pieces Archive. И мы надеемся превратить Хонгде в творческое пространство, где различные артисты и фандомы смогут творить вместе. И не говорите мне, что вы нормально держитесь. Billboard в Instagram. Готовится к выходу новый полнометражный документальный фильм, рассказывающий об историческом фэндоме мировых суперзвезд BTS. Фильм под названием Forever We Are Young посвящен фанатам, преданным поклонникам по всему миру, и выйдет на экраны кинотеатров по всему миру в июле этого года. Мы рады, что зрители отправятся в эмоциональное путешествие и встретятся с фэндомом, который заставил нас смеяться, плакать и размышлять. Это его дива меня убивает. Этот Тэхён такой горячий. Когда в любом виде идеален. Вайб бойфренда.
Люблю, когда Тэхён смущается из-за Чангука. Лицо Чангука сказала все. Ревнивый Чангук. Прошло 2 года с тех пор, как появился слух, что они вместе пошли на концерт Юнги и вместе ушли с концерта. Тот самый момент в Чили, когда Чангуку было настолько плохо, что он чуть ли не в обморок падал, он настолько сильно тренировал свое тело перед концертом, что оно не выдержало, но вы можете представить, как тяжело было. Как трудно было Чангуку. Когда твои легкие горят от нехватки кислорода, но ты выходишь на сцену и улыбаешься армии, поешь песни, танцуешь, хотя буквально 2 минуты назад ты еле стоял на ногах. Вот что значит быть королем. Любимый парень Чангука. Тэхён приглашен Корейским управлением культурного наследия в качестве голосового донора для их проекта аудиокниги Брайля. Вслед за этим его фан-база пожертвовали 12 миллионов Корейскому фонду профилактики слепоты от имени Тэхёна. Доказав, что он любимец Кореи, он оказал искреннее влияние на всю страну. Это такой момент, я не могу. Прям чувствуется напряжение между ними. Сегодня исполняется 10 лет с момента выхода клипа «Dope». «Dope» — один из самых запоминающихся треков в карьере BTS. С его электризующим битом и резкой хореографией песня передает послание гордости за упорный труд и следование другому пути, даже когда другие не понимают. В текстах песни парни говорят об усилиях, сосредоточенности и страсти, давая понять, что успех пришел благодаря упорному труду, а не удаче. Клип также прославился своими культовыми костюмами разных профессий и тем, что стал воротами для многих фанатов во вселенную BTS. По сей день невозможно слушать Dope, не вспоминая незабываемую энергетику той эпохи. Второе место. Это так интимно. В тот момент Тэхёна вообще не интересовала награда, а вот тот, кто ее держит. Так, к слову, проходит проверка персиков.
Занятие увлекательное и прекрасное. Первое место. Глаза Чангука и игривый Тэхён. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.